Друзья, привет! Сегодня я решил сделать видеообзор моего варпа, на котором я с моими друзьями зарабатываю игровую валюту. Вот сколько мы уже смогли заработать за все игровое время, сколько мы играем на этом проекте. Вот мои деньги, вот деньги моего друга. То есть у нас суммарно больше 2 миллиардов. Еще есть деньги у моей подруги, вот, но сейчас она играет на другом сервере и перевела туда валюту игровую. Чем мы отличились в этот вайп? Мы построили варп на 1000 плюс товаров. Причем сделали мы это примерно на вторую или третью неделю игры после вайпа. Вот мы построили самый огромный варп за короткое время. Вот, и давайте я вам сделаю некий обзор. Значит, вот, собственно, название варпа, владельцы. Вот, собственно, я, да, мой ник, мой друг и моя подруга. Как и всегда, в принципе, я построил варп с помощью телепортов, да, то есть наши товары мы разбили по отделам в соответствии с модами, к которым эти товары относятся. В этот раз у нас получилось огромное количество просто отделов. Давайте посчитаем, сколько у нас здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот 11 полноценных отделов с товарами. И еще есть 3 отдела. Это вот у нас качалка, зарядка палочек и скупка предметов у игроков. Итак, давайте я, наверное, по каждому отделу пройдусь. Для начала посмотрим на, собственно, головной отдел, да, куда попадают игроки при телепортации. Вот я телепортируюсь и попадаю вот сюда. То есть я здесь сразу вижу такой вот купол. Я в этот раз постарался максимально вложиться в декор, да, то есть время потратил на это достаточно много. Вот, я за основу использовал некие, значит, наработки других игроков, плюс от себя кое-что добавил. Вот, и в этот раз, мне кажется, получилось очень классно. В основном отделе, значит, у меня также есть зарядка, значит, электрическая, да, из ЭК-2, чтобы игроки приходили и могли заряжаться. Когда-то раньше, когда я играл на этом же проекте, вот эти зарядки, они были обязательно платными, сейчас их разрешили делать бесплатными, поэтому я даю игрокам возможность приходить и заряжаться бесплатно. Также здесь у меня продаются топовые узлы, вот, сейчас мы их продаем по 60 тысяч эконов. Как эти делать топовые узлы, я в видео снимал, да, на канале у меня есть, если что, смотрите, если не можете найти в комментариях, напишите, я вам кину ссылку. Что здесь еще интересного? Ну, собственно, здесь телепорты на отделы. Давайте посмотрим здесь, что у меня еще. Вот у меня качалка, собственно, пчел. Я тоже делал по ней видеообзор. Зарядка палочек. Вот эти входы я тоже показывал, как делать. Давайте зайдем к моему другу. Можно, в принципе, даже купить, сколько здесь на него стоит табличка. Вот я попадаю, соответственно, в зарядку палочек. Вот такая комнатка здесь. Вот. Сюда я кладу палочку. Я не знаю, сейчас она у меня есть с собой или нет. Посмотрим. Так, наверное, с собой у меня сейчас нету палки. Вот. Ну, идея в том, что здесь, соответственно, мы кладем палочку. Вот, она сюда через воронку попадает в станцию, в промышленную станцию зарядки жезлов. Какое-то время заряжается. Вот, потом я нажимаю кнопку, и она вытягивается в другой сундук. Отсюда я ее забираю. Вот, здесь у меня есть инструкция для игроков, то есть как делать. Значит, как правильно здесь заряжаться. Вот. Выход только через спаун, потому что там стоят флаги, которые устанавливает хед-модератор сервера. Флаги, соответственно, чтобы игроки туда не попадали никаким ни бэком, ни хомом и так далее. То есть только через покупку входа. Здесь у меня, соответственно, качалка на пчелках. Вот. Сюда также покупается вход. Здесь можно купить книжки. Здесь можно, соответственно, что-нибудь там скрафтить. Эндер-сундук, которым можно воспользоваться. Да, то есть у себя дома, например, поставить. И также вот обменивать сюда вещи, например, ставить на ковальне. Вот. И, собственно, сама качалка. Вот. Но сейчас у меня опыт не идет, потому что, во-первых, достаточно много у меня. И, во-вторых, скорее всего, там опять поломались эндер-трубы. Здесь у меня баг есть на этом сервере, то что ломаются иногда эндер-трубы. У меня вся логика здесь именно через них построена. Вот. Дальше у меня здесь скупка.
скупки я через обменники ИК-2 у игроков покупаю какие-нибудь предметы за ресурсы. Вот. То есть либо за иридий, либо там за алмазы. У меня тут отдельно иридий, алмазы. Ну, за иридий я, наверное, сейчас ничего не покупаю, скорее всего. Вот даже за эхор есть. За иридий я убрал пока, потому что мне больше не нужен товар. Вот. А здесь вот за алмазы, по идее, у меня что-то еще стоит, скупается. Здесь у меня уже игроки вот натаскали кучу всего. Грибы там, янтарная киноварь, точнее. Вот еще здесь изумруды я скупал, небесный камень, там адекварц и так далее. Ну, то есть те ресурсы, которые, в принципе, в мире можно найти, но чтобы самому не заморачиваться с поиском, я просто у игроков скупаю за алмазы, либо за иридий. Вот. И, соответственно, использую это потом, чтобы крафтить предметы и к себе на варп также выкидывать, продавать. Очень удобная штука. Это скупка. Так, ну теперь, наверное, давайте пойдем по, соответственно, самим разделам. Вот самый главный, самый мой прибыльный отдел – это ИК-2. В этот вайп я отдал, соответственно, этот отдел моей подруге. Вот, она занимается этим отделом. Вот, здесь примерно 200 товаров. Вот, то есть огромное количество сундуков. Только в этом отделе у меня 200 товаров. Вот, посмотрите, сколько всего. Здесь и квант, и наноброня, и панели, и различные инструменты, провода, то есть всякие приспособления для буровых установок. Что-то для строительства здесь есть, и капсулы различные, всякие компоненты. Вот, механизмы достаточно редко используемые, но тем не менее, как не поверите, их все покупают, хотя бы по одной штуке. Приспособления для ядерного реактора, здесь вот есть частично из дополнения к, ну, этот нуклеар контроль. Здесь тоже вот механизмы различные, роторы, кстати, которые отлично покупают. Для садоводства тоже различные приспособления. И вот панельки здесь. Все это просто активно покупают. То есть вот на ИК-2 я чаще всего, больше всего именно поднимал эконов. Следующий отдел тоже очень фармовый, это АЕ2. Здесь, если не ошибаюсь, у меня 128 товаров. И здесь вот, соответственно, базовые ресурсы. Я тоже в этот вайп отдал подруге денег пофармить. Ресурсы, процессоры, различные компоненты у меня здесь вот. Карты, все так эстетично выставлено. То есть такой вот отдел, 128 товаров именно по этому моду. Вот у меня здесь всякие механизмы тоже. Шины импорта, экспорта из этого мода. Здесь вот Taomic Energetics тоже в этом отделе. Почти все из него на моего друга стоят, который занимается Таумом. Здесь еще вот есть из, соответственно, дополнения Extra Cells. Extra Cells. Там еще прочие предметы. Вот у меня этот самый еще дополнение к этому. КЕ2. Вот такой вот отдел. Классный. Тоже очень фармовый. Я на нем тоже хорошо всегда зарабатывал. Ну вот в этот вайп я отдал подруге, чтобы тоже заработать денег. Я считаю, мои друзья тоже заслужили зарабатывать много игровой валюты. Так, ванила. Ну, по сути, ванила является комбинацией даже на самом деле нескольких модов. Но я условно называю его ванилой. Потому что по большей части здесь именно ресурсы ванильные. Хотя есть вот, например, есть из ИК-2, из других модов тоже какие-то ресурсы. Вот. Здесь, если не ошибаюсь, у меня 100 товаров или около того. Здесь в основном какие-то базовые ресурсы. Тут все вперемешку, тут и ванила есть, и как бы ИК-2, и прочие моды какие-то попадаются. Там в том числе ботания. Вот у меня здесь уголь, всякие изумруды и так далее. Но в основном как бы здесь ванильные всякие ресы. Вот. Причем я старался логику делать, типа какие-то ископаемые ресурсы, потом из агро там, да, то, что добывается, вот, агропромышленность, вот, пища, потом какие-то декоративные эти самые ресурсы, тоже ванила, там рыба, вот, тоже как что-то типа дропов, да, с мобов у меня здесь, все, что только можно, вот, какие-то декоративные блоки, вот, и, соответственно, тоже из АК-2, вот, есть резина, латекс и так далее. Вот такой вот тоже классный у меня отдел. Тоже неплохо на нем получается зарабатывать. Не так много, конечно, как на АЕ2 и ИК-2, но тем не менее.
Так, давайте дальше пойдем просто по порядку, наверное. Здесь ботания. Ну, у меня ботания на самом деле смешана с этим, с Draconic Evolution. Здесь тоже у меня подруга его держит, вот, им занимается. Здесь у меня как бы вот драконик где-то здесь вот здесь вот ботания. Всевозможные лепестки, там руны, тоже различные ресурсы из ботании. Вот здесь, если не ошибаюсь, у меня тоже там сотня, даже больше, по-моему, товаров в этом отделе. Здесь вот сеты какие-то стоят. Вот ботания, тут все ботания. Тут еще свободное место осталось даже. Это уже драконик вот пошел. Здесь у нас даже этот самый есть из Аваритии кое-что. Вот драконик, Аварития смешанный. Здесь вот у нас души. Тоже по сути это Draconic Evolution. Вот, потому что души мобов выбивается именно в этом моде. То есть посмотрите, сколько у меня душ. Да? То есть, если не ошибаюсь, у меня здесь 20 душ. То есть обалдеть, да? Кстати говоря, если вам интересно именно про души, про мобофермы, как их построить, я могу снять отдельное видео. У меня есть мобоферма, она там у меня под территорией скрыта. Вот. Очень, очень крутая штука, когда вот эти вот мобы появились, да, души, прям намного легче стало добывать некоторые ресурсы. Так, ну поехали дальше. Посмотрим, что у нас тут. Значит, Towncraft. Вот Towncraft'ом у меня занимается уже традиционно мой друг. Вот, и в этот вайп он просто огромнейший отдел построил. Здесь тоже порядка 200 предметов. И здесь получился у него в этот вайп прям супер отдел. Вот у него здесь он различные сеты выставил. Посмотрите, как классно смотрится это все. Так, ну давайте, наверное, по порядку пойдем там от сетов. Вот он тут квантовые очки выставил. Это, кстати, из мода этот самый Electro Magic Tools. Я по нему еще не делал никаких обзоров. Если это необходимо, в комментариях напишите. Может быть, я сделаю обзор. Вот. Это из Towncraft'а. Вот это тоже, соответственно, из дополнения Magic Tools, Electro Magic Tools. Вот у него тут куча сетов всяких он повыставлял. Там газ света, газ темноты. Но он в этот вайп просто вообще построил какой-то супер отдел. Никогда еще такого огромного отдела у нас не было по Towncraft'у. Вот различные сеты. И обычные какие-то, да, типа этого самого Тауматурга. И хоровый сет, пробужденный. Вот здесь и хоровые пробужденные инструменты. Сеты культиста, которые мы с мобофермы выбиваем. Здесь у нас для этих самых, для големов различные приспособления, сердца и так далее. Вот голем, значит, здесь у нас уже ресурсы какие-то пошли. Мозг в банке, там слизь и так далее. Вот какие-то базовые. Бездонная сумка тут, кстати, стоит у нас. Тоже впервые в этот вайп мы наконец-то ее поставили. Так, дальше у нас тут тоже базовые ресурсы различные. Самые-самые супер базовые ресурсы это вот кристаллы, собственно, из Towncraft'а. Инструменты, которые игроки просто обожают покупать. Я не удивлюсь, если у него почти все скупили. Посмотрите. Просто как у него активно скупают. Он ставит двойные сундуки, и у него просто это все выгребает. Это настолько популярный варп. Это просто пипец. И хор он, наверное, пополнял, да? Ну, чуть-чуть уже скупили здесь вот у него. Да. Это тоже из этого самого, из Electric Magic Tools, эфирный обработчик, там промышленные станции зарядки жезлов. Их тоже очень хорошо покупают, они очень полезные. Так, дальше у нас тут уже какие-то пошли всякие механизмы, да, и приспособления. Вот банки, предметы. Светильник роста впервые тоже поставили наконец-то себе на варп, и магический светильник. Он еще долго сопротивлялся, а мой друг говорил, что это покупать не будут. Посмотрите, уже почти скупили все. Был стак, а осталась там совсем ерунда. Так, здесь у нас всякие набалдашники. То есть на самом деле этого можно еще даже расширять, там все эти набалдашники поставить, там для големов кучу всего можно. Но мы так решили все равно постараться много хлама не наваливать. И так огромнейший просто отдел на 200 товаров. И впервые в этом вайпе мы наконец-то поставили банки с эссенциями. Мы долгое время не хотели это делать, думали, что никто не будет покупать, но внезапно оказалось, что их покупают. То есть можно даже проверить. Вот сейчас. О, посмотрите, сколько скупили, обалдеть. Вот я недавно пополнял вот эти вот пузырьки с эссенциями. Скупили уже несколько стаков, соответственно, вот этих пузырьков. То есть у него активно покупают даже вот такие вот штуки. Вот посмотрите, лакс покупают хуманус и так далее.
То есть мы почти все вот, аспекты выставили в банках, и их покупают хотя бы понемногу где-то вот везде. Вот, тоже Аурам покупают. Классно, да? Смотрите, как здорово. Это мы тоже впервые в этот вайп поставили. И их покупают. Круто. Так, ну ладно, хватит наслаждаться этим отделом Таункрафта. Пойдемте еще прогуляемся. Здесь у нас Форестри. Тоже мой друг держит. Он большой профессионал вообще по Форестри. Так, здесь, если не ошибаюсь, у нас порядка сотни тоже товаров. Тут у нас вот начинается все с лесоводства, да. Вот эти вот, соответственно, ну это, по-моему, уже все-таки не к этому относится моду, но тем не менее, не к Форестри. Вот здесь у нас, соответственно, продукция деревьев, сами саженцы, и то далеко не все, только самые какие-то важные, самые основные. Вот. Потом уже начинает, ну тут у нас есть кое-что из бабочек. Дальше уже пошло пчеловодство, вот всякие пасеки, большие ульи, рамки, значит, эссенции вот эти вот, которые нужны для рамок. Сет пчеловода, кстати, вот он как выглядит полностью. Дальше пчелки самые классные с топ-генами, которые у него покупают прям активно. Он тоже на них поднялся неплохо. Красавчик. Все, здесь вот продукция пчелиная у нас, все различная. Здесь еще из, ну просто из Форестри какие-то лампы, там всякие механизмы, да, улучшения. Вот какие-то ресурсы типа апатита. Вот. Вот такой вот отдел, тоже крутой. Ну, я бы, честно говоря, не сказал, что он сильно много денег приносит. Ну, единственное, что на пчелах он хорошо поднялся в свое время, там, на старте. Вот. Так, едем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас души и драконик, но это я уже показывал, когда заходил в ботанию. Здесь они просто соединены между собой, просто разный телепорт, чтобы игроки находили, собственно, сами эти отделы. А там мы решили просто объединить, чтобы быстрее строить. Так, дальше уже мои отделы пошли, которыми я занимаюсь в этом вайпе. Вот, они не такие прям прибыльные, но тем не менее, как бы в них игроки тоже закупаются неплохо. Это Ender Io, если не ошибаюсь, здесь что-то порядка 65, что ли, 4 товаров или около того. Ну, где-то полсотни плюс-минус. Вот, я тоже впервые именно в этом вайпе сделал отдельный раздел под этот мод. И оказалось, много чего можно поставить. И оказалось, что покупают тоже активно. Посмотрите, сколько у меня купили труб там разных, да, вообще половину просто сундука выгребли предметных труб там, например. Сливки вроде тоже покупаются неплохо, да, смотрите, тоже сливки покупают, круто. Дальше какие-то вот у меня тут предметы, ну, точнее механизмы, вот дробилки тоже неплохо покупаются. Связыватели душ, что у нас тут? Киллер Джо, вот. Ну, вот различные механизмы. Почти все у меня тут покупают. Вот, уже ничего себе, почти стак вакуумных сундуков купили. Обалдеть. Я уже, кстати, давно не пополнял. Надо будет, наверное, проверить сундуки и пополнить товар. Солнечные панельки. Ну, это уже дополнение, скорее, к этим модам. Вот, на солнечные панели. Их, оказывается, тоже неплохо покупают. Смотрите, тоже здесь купили. Тут что-то купили. Здесь сложно сказать, сколько я не помню, не полный стак, по-моему, кидал, но тем не менее. Вот такой вот отдел. Тоже хорошо покупают. То есть не сказать, конечно, что он такой фармовый, как ИК-2 и АИ-2, вот этот отдел. Но он сам по себе меньше, конечно. Там меньше предметов, он не такой популярный, но тоже приносит хорошую прибыль. Так, тоже впервые в этом вайпе я сделал раздел под Extra Utilities. Тоже такой вот небольшой получился раздел, где-то что-то порядка 50 или чуть поменьше товаров. Еще сюда добавил из Project Red кое-какие товары. Вот, там всякие таймеры и так далее. Вот. Ну вот это скорее так чисто декоративно добавил, потому что это покупают очень редко. А вот эти вот штуки хорошо покупаются. Вот мне кажется, даже вот мне шипы вот скупили просто все. Вот. Это тоже купили вот неплохо. Тут почти все уже выкупили из Extra Utilities. Смотрите. Вот эти тоже хорошо, кстати, покупают. Поиск в глубину, всякие вот эти ускорения. Это я причем наполнял не так давно полностью. Уже скупили там почти пару стаков. И что интересно, покупают даже... У меня маржей почти скупили, обалдеть. У меня маржей осталась там 1 штука. Надо будет пополнить маржей, это самое главное. Так, дальше. Значит, у нас идет Thermal Expansion. Тоже такой, ну где-то 50 плюс-минус товаров.
Тоже неплохо покупают, особенно вот эти всякие механизмы. Слитки не сказал бы, что, ну, тоже покупаются неплохо, так, слитки. Вот, слитки тоже покупают. Покупают даже, что интересно, вот эти шестерни. Я их добавлял чисто для декора. Вот, но оказалось, шестерни тоже покупают. Вот эти всякие, как бы, улучшения. Хотя бы по штучке по каждому купили. Вот, тессеракт покупают. Вот эти улучшения вообще отлично берутся. Вот, для механизмов прям хорошо их покупаю. Давайте посмотрим. Здесь уже полстака скупили. Но лучше всего берут именно сами механизмы. То есть я постоянно стараюсь пополнять. Ну вот видите, да, что неполные стаки где-то есть. Вот. Это вот тут здесь полстака купили. Это при том, что я, ну, постоянно пополняю. То есть это не значит, что я пополнил там, когда варп построил, да, а я постоянно пополняю. Мне скупили, вот, например, резонирующие сумки все. Пожалуйста. Уже есть где-то пустые сундуки, надо пополнять будет. Тоже полстака этих скупили там. Тоже неплохой такой отдел. Приносит прибыль. Вот. Так, дальше идем. Что у нас там осталось? Отдел с книжками. То есть в этот вайп, опять же, впервые я сделал отдельный раздел под книжки. Здесь далеко не все книжки, которые есть, но, тем не менее, заморочился, сделал. Так, здесь, по-моему, 20 книжек у меня. Лучше всего покупают шелковое касание, жнец 5, удачу 3, добычу 3, остроту 5 и эффективность 5. Потому что они нужны там для зачарки шипа алмазного, там еще для зачарования инструментов. Поэтому это самые такие формовые книжки. Вот я их продаю. Причем я продаю их достаточно дорого. То есть раньше я продавал по 30 тысяч, сейчас продаю по 50. Ну, честно говоря, потому что я задолбался их пополнять, потому что их покупают прям очень много. Прям постоянно. Вот, пожалуйста, вот, блин, уже скупили эту удачу, мне так лень ее пополнять. Ну, разленился, конечно, я вот этот вайп, вот, но тем не менее. Тут даже что-то купили. Вот, книжки. Вот так вот. Значит, я вам сделал обзор. Да, вроде все показал на своем варпе, все самое основное. Вот этим варпом я очень горжусь. 1000 плюс товаров. Вот такой огромный. Заработали мы на нем. Ну, вообще, конечно, не конкретно на этом варпе, а вообще за всю историю нашей игры. Там уже больше 2 миллиардов. Вот. Я не знаю, будем ли мы в следующий вайп играть. Подумаем. Пока что я больше сосредоточен на съемке гайдов. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания или что бы вы еще хотели узнать или увидеть на моем канале. Жду вас в следующих сериях. Пока!